Большое количество городов-государств, из которых состояла Древняя Греция, постоянно воевали со своими соседями. Даже общая опасность от Персидского царства объединяла их лишь на короткое время. После завершения греко-персидских войн очередную борьбу за гегемонию начали два самых могущественных государства греческого мира – Афина и Спарта. Сначала фортуна благоволила к Афинам, но к концу V века Афины потерпели поражение в Пелопоннесской войне, уступив лидерство Спарте. Последняя тоже не смогла закрепить свое преимущество. Миф о непобедимости спартанских гоплитов разрушили фиванцы, одержав ряд убедительных побед. Господство Фив также оказалось недолговечным, и к 340 годам до нашей эры все три полиса погрузились в изнурительные войны с соседями. Воспоминания о былом единстве для борьбы с общим врагом породили в греческих умах стремление к объединению в общем походе против персов, чтобы отомстить за совершенные персами злодеяния. Одним из сторонников этой идеи стал афинский оратор Исократ. По его мнению, единственной силой, способной объединить эллинов для похода на восток, была Македония. В те времена Македония не отличалась высокой степенью урбанизации. Ее население в основном состояло из пастухов, поэтому многие греки воспринимали тамошних жителей как полуварваров. Однако македонская элита полностью эллинизировалась, а простой народ активно перенимал обычаи более культурных соседей. Территория страны постоянно подвергалась набегам иллирийцев, которые в 359 году убили македонского царя Пердикку III и угрожали самому существованию царства. В этот опасный момент на престол Македонии взошел 23-летний Филипп II. Он устранил других претендентов на трон, в том числе своего малолетнего племянника. За короткое время Филиппу удалось провести ряд преобразований и вывести Македонию в число наиболее могущественных государств греческого мира. Прежде всего царь начал существенную реорганизацию македонской армии. На фиванский манер вся страна была разделена на военные округа, каждый из которых должен был поставлять определенное количество воинов. Своих пехотинцев Филипп вооружил сарисой, боевым копьем длиной от 4,5 до 5,5 метров. Поскольку такое оружие нужно было держать двумя руками, то диаметр щита был уменьшен до 60 сантиметров. Для удобства его подвешивали на шею ремнем. Не имея средств на закупку тяжелых доспехов, Филипп одел воинов в легкие доспехи, что повысило мобильность пехотинцев. При построении в фалангу острия сарис из первых шеренг направлялись вперед, в следующих рядах воины держали свои копья вертикально или наклонно. Ощетинившаяся копьями фаланга была своеобразной крепостью, сметавшей все на своем пути. В то же время македонской фаланге требовались хорошо обученные солдаты. Поэтому Филипп подолгу тренировал своих воинов, заставляя их проходить в полном снаряжении по 50 километров в день. Ударным ядром македонских войск служила кавалерия. Из представителей знати сформировалась конница, названная царскими гетаерами – товарищами. Тяжелая кавалерия состояла из особо приближенных к царю 600 человек. Она делилась на илы по 200 человек, которые в свою очередь разделялись на 4 тетрархии по 50 человек. Тетрархии часто строились клином. Чтобы лучше маневрировать, на поле битвы конница располагалась с определенными интервалами между отрядами. Таким образом, наличие мобильной ударной конницы компенсировало неповоротливость пехоты. Филипп также усовершенствовал осадные орудия. Наряду с камнеметами при нем широко использовались черепахи, механизмы которых не только пробивали стены, но и позволяли расчищать дорогу на своем пути. После проведения первоначальных преобразований в войске Филипп проявил дипломатический талант, сумев разобраться со своими многочисленными врагами. Сначала он укрепил северные границы, разгромив иллирийского правителя, а стабильность на западных границах обеспечил путем брака с дочерью царя Молоссов в Горном Эпире. Именно от брака с Олимпиадой у Филиппа родился второй сын Александр. Далее Филипп направился к восточным границам царства, где македонцев беспокоили набеги фракийских племен. Кроме того, царя соблазняли богатые греческие города Халкидики. Первой целью в этом регионе стал Амфиопол, альфинская колония с островым лесом, золотыми и серебряными рудниками. В 357 году Филипп осадил этот город, который пал за несколько недель. Остальные города Халкидики в страхе перед Македонией сдались. Полученные при завоевании дополнительные денежные средства позволили Филиппу ускорить военные реформы. Большие амбиции Филиппа сразу не особо проявлялись. Во внешней политике он довольствовался заключением оборонительных союзов с соседями.
Повод вмешаться в греческие дела у царя появился в 353 году, когда Фессалийская лига попросила Македонию оказать помощь в борьбе против своего мятежного города Феры и Фокийского союза. Проиграв 2 сражения фокийскому войску, Филипп не опустил рук, а еще больше укрепил армию и при поддержке фессалийской конницы все-таки сокрушил фокийцев. Это привело к назначению македонского царя главой Фессалийской лиги. В городах-государствах Греции наконец осознали, что самую большую опасность для их независимости представляет именно Македония. Ярый противник Филиппа, афинский оратор Демосфен, адресовал македонскому царю ряд гневных речей, известных как филиппики. Но Филипп не желал преждевременно распалять враждебность афинян. В 346 году он заключил мир с Афинами и вновь возвратился к делам на севере, где сокрушил фракийцев, расширив собственное владение до полисов Мраморного моря. Тем временем напряженность в отношениях между Филиппом и греками нарастала. Когда в 341 году македонский царь взял в осаду Перинф и Византий, а также захватил афинские корабли с зерном в Гелеспонте, то в Афинах забили тревогу, поскольку поставки зерна из черноморских районов служили главным источником пропитания Афин. Фивы также ощущали возросшую опасность Македонии, угрожавшей их интересам. В 338 году македонский царь решился начать войну с Фивами и Афинами. Он в сопровождении 18-летнего сына Александра двинул войска на юг в Фокиду и захватил город Элатея. Дорога на Фивы и Афины была открыта. Напуганные афиняне отправили в Фивы посольство во главе с Демосфеном, которое заключило с фиванцами союз против Македонии. Набрав отряды наемников, афиняне соединились с фиванцами и их союзниками около городка Херонея. В начале августа 338 года до нашей эры к Херонеи подошло войско Филиппа. Поле будущего сражения представляло собой равнину шириной 4 километра, ограниченной с севера рекой Кефисос, а с юга и запада холмистой местностью. Эти естественные барьеры прикрывали фланги союзной армии, вынуждая Филиппа на лобовую атаку. На левом фланге союзников выстроились афиняне под командованием Хариса или Сикла. Хотя граждане Афин были облачены в лучшее снаряжение греческого мира, упадок военных традиций и отсутствие опыта боевых действий снижали их боеспособность. В центре союзников находились отряды из Коринфа, Халкиды, Мегара и других городов. На правом фланге под началом Феогена разместились фиванские гоплиты, имевшие репутацию лучших воинов в Элладе. Наиболее престижную позицию на краю правого фланга греков занимал священный отряд, отборное подразделение из 300 фиванских гоплитов, отличавшихся особой доблестью. Это подразделение было сформировано из 150 пар мужчин-любовников, готовых совершать подвиги ради своих партнеров. На рассвете македонское и греческое войско выстроилось друг против друга в боевом порядке. Войска Филиппа имели численность около 32 тысяч человек, в том числе 2000 всадников находились в резерве. Силы эллинов достигали 40 тысяч. Растянув македонскую фалангу по всему фронту, Филипп принял командование правым крылом, а своему сыну Александру вместе с другими военачальниками отвел место слева. Непосредственно Александр командовал кавалерийским резервом, оставшимся позади фаланги. Приказав остальным войскам оставаться на месте, Филипп двинул свою часть фаланги на афинян. Когда боевые порядки сомкнулись, сказалось превосходство македонян в опыте и вооружении. Афиняне несли потери, им было все труднее сохранять строй. Зная пылкость афинян, хитрый Филипп решил выманить их с выгодной позиции на холме, поэтому он приказал своим воинам медленно отступать. Решив, что победа близка, афиняне, забыв про усталость, начали преследовать македонян, еще сильнее расстроив свои ряды. Плохая координация действий между отрядами союзников привела к тому, что одна часть греческого войска последовала за левым флангом и тоже вступила в сражение, тогда как другая часть, в том числе наиболее боеспособные фиванские отряды, остались на своих позициях. В результате в греческой линии образовался разрыв, чего, собственно, и добивался Филипп. В этот разрыв с тяжелой конницей ворвался неудержимый Александр. Обогнув фронт греческого войска, он направил своих всадников в тыл врага. Одновременно Филипп прекратил отступление и обрушил на афинян всю мощь македонской фаланги. Обескураженные афиняне не выдержали и обратились в беспорядочное бегство. Сработал стадный инстинкт, и в скором времени с поля боя побежали остальные греки. Вместе со всеми бежал и знаменитый афинский политик Демосфен, так пылко агитировавший за создание антимакедонской коалиции.
Лишь священный отряд на правом фланге союзной армии стойко держался, продолжая обороняться. Окружив фиванцев, македоняне истребили их всех. Впоследствии фиванцы воздвигли здесь монумент, олицетворяющий мужество погибших воинов. Однако наибольшие потери понесли афиняне. Из 6 тысяч афинского контингента 1000 осталось лежать на поле битвы, еще 2000 были захвачены в плен. После победы Филипп был жесток с фиванцами, которые ранее были союзниками Македонии, и наоборот был мягок к афинянам, поскольку в дальнейшей войне против Персии Филиппу нужен был могучий афинский флот. Прежде всего Филипп ликвидировал фиванскую гегемонию в Биотии. Все биотийские города были объявлены автономными, а в самих Фивах Филипп разместил македонский гарнизон. Афинам же царь сохранил независимость и территорию. В конце 338 года Филипп пригласил представителей всех греческих городов на конгресс в Коринф, где провозгласил создание Коринфского союза. Заключенный договор запрещал вооруженные столкновения между членами союза. Территория каждого полиса объявлялась неприкосновенной. Городам-государствам гарантировалась свобода судоходства. Участники союза были свободны от налогов и повинностей, однако обязаны были посылать свои войска для борьбы с общим врагом. Союз возглавлялся гегемоном, которым стал Филипп II. Как гегемон, македонский царь обладал всей полнотой политической и военной власти в Греции. Это позволило ему перейти к активным действиям против Персии. Союз объявил Персии войну, и Филипп высадил свои войска в Малой Азии, которые должны были освободить ионийские города и создать плацдарм для наступления вглубь Персидского царства. Однако Филиппу не суждено было завершить свой план. В 336 году знатный македонянин Павсаний убил македонского царя. Известно, что незадолго до этого между Филиппом и его сыном Александром произошел серьезный конфликт. Как говорится, ищи, кому было выгодно это убийство. Но доказательств о причастности Александра к смерти своего отца нет. Владыки хорошо умеют скрывать свои мерзкие поступки. Итак, на престол Македонии взошел 20-летний Александр, который был еще более амбициозен. Как мы знаем, он успешно продолжил дело Филиппа по завоеванию Персии.